Мы все видим, какой невероятный скачок в своих способностях сделал искусственный интеллект. Но что, если это не какая-то магия, а результат точного инженерного расчета? Есть ли, так сказать, рецепт, по которому можно создавать все более и более умный ИИ? И вот, чтобы понять масштаб, просто посмотрите на разницу. Да, еще совсем недавно разговор с нейросетью, часто заканчивался чем-то вроде «ошибка, я вас не понимаю». А сегодня она пишет эссе, код, стихи, что угодно. Как вообще произошел этот взрывной рост? Так что это было? Просто, знаете, череда каких-то случайных прорывов, гениальных догадок, или все-таки за этим стремительным прогрессом стоит что-то более системное? Может, какой-то рецепт, который позволяет предсказуемо, шаг за шагом, делать ИИ умнее? И оказывается, ответ был дан еще в 2020 году. Тогда исследователи из OpenAI во главе с Чарльзом Капланом опубликовали свою, без преувеличения, революционную работу «Законы масштабирования для нейронных языковых моделей». По сути, они и предложили тот самый рецепт. Эта статья, можно сказать, заложила фундамент для всей современной гонки ИИ. Давайте-ка разберемся в ее ключевых идеях. Хорошо, так из чего же состоит этот рецепт? Оказалось, что производительность языковой модели, по большому счету, зависит всего от 3 фундаментальных ингредиентов. Да, всего 3. Первый ингредиент — это размер модели, то есть количество ее параметров. Если совсем просто, это можно представить как размер мозга искусственного интеллекта. И логика тут прямая. Чем больше параметров, тем более сложные всякие концепции и связи модель способна в себя впитать. Второй ингредиент — это, конечно, объем данных для обучения. Давайте продолжим нашу аналогию. Если параметры — это мозг, то данные — это, скажем, гигантская библиотека, которую этот мозг должен прочитать. И здесь тоже все понятно. Чем обширнее и качественнее эта библиотека, тем, так сказать, выше эрудиция ИИ. Ну и, наконец, третий ингредиент — это вычислительные ресурсы, или, как говорят, компьют. Это, по сути, та энергия, которая нужна, чтобы наш мозг смог осилить всю эту гигантскую библиотеку. Ведь без достаточной энергии даже самый большой мозг и самая богатая библиотека окажутся, бесполезными. Но знаете, самое главное открытие было даже не в самих этих ингредиентах, а в том, как они связаны с конечным результатом. Оказалось, что производительность ИИ растет вовсе не хаотично. Она подчиняется, на удивление, плавному и, что самое главное, предсказуемому закону. Так вот, исследователи обнаружили, что качество работы модели улучшается не какими-то случайными скачками, а следует четкому степенному закону. Если говорить проще, предсказуемо добавляя больше вычислений, данных или параметров, можно также предсказуемо получить более умную модель. Все стало измеримо. И эта зависимость, она работает для всех 3 компонентов. Увеличиваем размер модели, производительность растет. Заливаем больше данных, она тоже растет. Добавляем вычислительных мощностей, результат тот же. Но был один ключевой нюанс, который исследователи тогда подметили. Все 3 фактора должны расти сбалансированно. Если сильно увеличить что-то одно, а 2 других оставить на прежнем уровне, то они просто станут бутылочным горлышком и будут тормозить весь рост. И вот тут мы подходим к одной из главных цитат всей этой работы. Производительность сильно зависит от масштаба и слабо от формы модели. Вы только вдумайтесь, это был настоящий переворот в мышлении. Оказалось, что то, насколько модель большая, гораздо важнее ее какой-то конкретной, хитрой архитектуры. То есть вместо того, чтобы годами выискивать идеальное строение нейросети, можно было просто брать и увеличивать масштаб. Но самое, пожалуй, поразительное и контринтуитивное открытие этой статьи было еще впереди. Оно касалось эффективности и, по сути, давало ответ на главный практический вопрос – как получить максимум производительности, если у вас ограничены ресурсы. Давайте представим. Вот у нас есть какой-то фиксированный бюджет на вычисление. Потратить его можно ведь по-разному. И какой же путь приведет к самому лучшему результату за одни и те же деньги? На первый взгляд, есть 2 вполне логичные стратегии. Назовем их так. Стратегия А. Берем модель поменьше и обучаем ее, что называется, до победного конца, пока она не выучит все до последней капли. И стратегия Б. Берем просто гигантскую модель, но обучение останавливаем задолго до того, как она дойдет до своего идеала. И вот что выбрать? И вот ответ исследователей оказался совершенно парадоксальным. Просто с огромным отрывом побеждала стратегия Б.
Оказалось, что для оптимального результата нужно брать самую большую модель, какую только можно себе позволить, и, по сути, оставлять ее недоученной. А все потому, что большие модели гораздо эффективнее используют каждый бит информации на самых ранних этапах обучения. И из этого, конечно, следовал очень практический рецепт по распределению бюджета. Если у вас появляются дополнительные ресурсы, то львиную их долю нужно вкладывать именно в увеличение размера модели, значительно меньше в увеличение датасета и лишь самую-самую малость в количестве шагов обучения. Оказалось, что большие модели — это просто более талантливые ученики. Вот эти выводы, они стали настоящей дорожной картой для всей индустрии. Они не просто объяснили прошлые успехи, но и, что гораздо важнее, дали ясный и предсказуемый план. План по созданию все более мощных систем в будущем. Итак, давайте быстренько закрепим ключевые выводы. Во-первых, производительность ИИ улучшается предсказуемо вместе с ростом масштаба. Во-вторых, три кита этого масштаба — это размер модели, объем данных и вычисления. Ну и в-третьих, самое главное — большие модели намного эффективнее впитывают информацию, поэтому при ограниченном бюджете выгоднее всего обучать гигантскую модель, но не до конца. И да, именно этот принцип и лег в основу создания всех этих GPT-3, GPT-4 и их последователей. По сути, эти законы масштабирования сделали то, что всегда происходит на переднем крае науки. Они превратили разработку передового ИИ из какого-то загадочного искусства, знаете, полного интуитивных догадок и шаманства, в предсказуемую инженерную дисциплину. Появилась возможность рассчитать результат заранее. И вот именно этот переход от искусства к инженерии и стал тем самым топливом для революции искусственного интеллекта, которую мы все с вами сегодня наблюдаем.